Фу. Опять дожди пошли дожди. А я крышу отремонтировал. Смотрите, как классно. А такой дождь здесь уже просто беда была. Видите, вот это все тут текло. Сейчас ничего не течет. Заодно и отчет светит. Зато там у нас просто беда. Погода меняется, с кошками что-то не то. Соседские пришли тут на разборки ко мне на огород. В небе какие-то птицы появились, я не знаю, то ли совы, то ли ястребы. Ну, видимо, они на охоте. Раньше я их не видел. Ну и покажу вам последний день, наверное, лета в этом году. Не знаю, пишите, вылаживать его, не вылаживать, надо еще монтировать. Я и забыл, что я его даже не выложил. Я уже боюсь такие видео выставлять на YouTube. Что-то он их не показывает. Для тех, кто пропустил прошлое видео с эпопеей унитаза, труб, всех этих подсоединений, не забудьте посмотреть. Я показываю вам все подробно, чтобы вы не думали, и клиенты, и мастера, что все так просто, раз-два. Раз-два, все работает потом плохо, поэтому я стараюсь делать добросовестно. Ладно, одену микрофон, сегодня вроде пыли нету. То там жалуетесь, то звук плохой, то еще что. Видите, почему работа гидравлика дорогая? Потому что, ну вот сколько я играюсь с одним унитазом. Это вы еще всего не видели, вы не знаете, сколько я кругов прошел, чтобы купить один вот такой вот переходник нужного размера. Я сделал, что еще может на второй унитаз. Просто надо было кусочек трубы. Знаете, сколько я заплатил? 12 евро. Там остальной кусок, она вот такая была, с другим диаметром. То выкинул, это оставил ради этого кусочка. И вот так, потому и стоит это денег. Время, понимаете. Видите, я все сделал, все работало. Я 10 раз проверяю, вышла вода. И я сейчас вспомнил, что когда я снимал эту трубу, может где-то валяется, здесь был кусочек... стоял возле стены. Я думаю, зачем? А видимо, давление очень сильное, и оно ее выдувает обратно. И чтобы ее не отталкивало, нужен упор здесь. Ну, вот сейчас надо опять что-то придумать, пока придумаю что-нибудь такое простенькое. Какая-то фигня он от этого. Ну, пока возьму, отрежу две такие резинки. Ой, это уже все равно старое. Во. Все. Все, теперь она жесткая, ей некуда уйти. Можно еще, действительно можно снутри силиконом. Ну, я не люблю эти силиконы, посмотрим. Видите, здесь все, оно плотно. И все, когда вода будет пытаться ее вытолкнуть, ее некуда вытолкнуть. Ну что, еще один дубль делаем. То есть в новом бачке этого всего не случается, этих нюансов. Все старое, понимаете, старое не хотят делать, потому что человек тратит на это время, он не может дать гарантию.
А человек не хочет менять. Вот так вот. Ладно. Здесь я хотел кран померить. Так. Здесь не течет. Супер. Здесь непонятно, старое или новое. Я думаю, что нормально. Потом, когда высохнет, тогда пойму. Все. Туалет работает. Но это еще не все. Надо его прикрутить. Надо снизу подсиликонить, чтобы он там не сильно ерзал. Можно и не силиконить. Крышку надо подобрать под этот размер, потому что они все разные. Трубу очистить, плитку очистить. Ё-моё, короче. Иду я заниматься ванной. Не знаю, или я показал этот диск, чем я чищу плитку. В общем-то, им можно классно чистить. Ну, у него есть специальные насадки. У меня дома. Ну, опять же, она не имеет смысла, если нету пылесоса. Тогда оно все, что захватывает. Видите, можно сточить. Видите, как я сточил классно этим. Пыли немерено. Но говорю, что нужен пылесос. Мне его негде хранить. Я все же дома держу. Или я сниму гараж, или что. Здесь такая фигня, и оно высасывает в пылесос. Без пылесоса внутри квартиры это беда. В общем, сейчас поставлю ванну, посмотрю, что у меня получилось, какие-то нюансы. Труба эта готова для слива. А, на улице надо заделать, я забыл. Пока нету дождя, все это пройти специальным раствором. Ну, типа гидроизоляции, что ли. Сейчас я этим и займусь. Видите, как не хватает все время помощника. Уборки полно. И я уже много раз говорил, но сейчас покажу еще раз, что это за материал. Читайте, записывайте. Вот. Там, где я ложу гуайну, если какие-то кривые места, ее сложно положить, это очень просто положить. Она очень прочная, водонепроницаемая. Мешок стоит около 60 евро. Иду разведу и намажу там. Вот такой это порошочек. Его можно что шпателем, что американой, и кисточкой тоже. Но так как мне надо кисточкой, я делаю его таким пожиже. Опять же, чем он гуще, тем он все-таки крепче, правильно? Еще чуть-чуть добавлю, так чтобы... Я, конечно, что такое я делаю, не знаю, насколько оно поможет. Но я делаю то, что должен, а как оно будет работать, уже. Не я ж дом проектировал, то, что сломал, ремонтирую. Ну, вот так вот нормально. Кисточка уже на выкидывание. Еще она мягкая. Так, блин, они уже здесь, все эти кошки. Сейчас дверь оставлю, все будут внутри. Давай, давай, беги. Так, ну уже дождь хочет пойти. Это все мое место. Эта гуайна должна была бы идти где-то на этом уровне, аж, наверное, далеко. А она идет где-то вот так вот только, кусочек от стены.
Ну, что я сделаю? Да вроде я не вижу, чтобы оно заходило снаружи, вы знаете. Вы видели, что я почему ту дырку внутри делал. Мне интересно было, что там под полом, как оно сделано. Ну и вот смотрите, как сюда, допустим, наложишь эту какую-то ту гайну жесткую. Никак. А вот это оно, такие места просто суперпродукт. И опять же, знаете, я вот развел сколько мне надо. А так кому-то скажи, разведет тебе пол ведра, надо выкинуть потом. А денег это стоит. Мне недавно Юрин друг пришел. Сейчас расскажу. Юрин друг приходит, а он окнами занимается. Я рассказывал когда-то, он работал со мной. Ну такой, блин, он трудный, так он сложно все понимал. А сейчас чуть ли не бригадир по окнам устанавливает. Говорит, пришел в 6 часов вечера, весь грязный. Говорит, сегодня устанавливали что-то, дырки делали. Я, наверное, 50 этих тюбиков, ну, знаете, для армирования, как она называется, блин, не помню. Такой один тюбик стоит где-то 6-7 евро, если не 8. Они есть разные, больше, меньше. То есть, когда сверлите дырку в стене, чтобы она же была жестко, туда ее запихиваете, эту фигню, и она становится как камень, и засыхает за какие-то там, за минуту, за 2-3. И сразу ставите стоп и крепите шуруп, что вам надо. Здесь же кирпичи пустотелые. Он говорит, я сверлю, а там пустота. Я по несколько бутылок, знаете, в одну дырку. Думаю, так, блин, чтоб ты так со мной работал, я бы тебя 50 этих самых, по 8 евро один тюбиков. Это ж сколько ты потратил, блин. Есть же другие способы. Знаете, если там пустота, то есть такой болт, который вы закручиваете, а он с той стороны вот так вот растягивается. Ну, наверное, было бы разумнее это поставить, чем вот так вот в пустоту. Он же туда его кидает, оно падает, оно падает. И хотя бы уже молчало. Ты мне рассказываешь, что ты целый день занимался такой ерундой. А вы понимаете, фирме-то пофигу. Начальник сидит, там ему сказали надо. Он списал это и все. А здесь экономишь людям, стараешься сделать по минимуму. И хозяин экономит, а ты что с этого имеешь? Ничего. А на фирмах так. Поэтому там проще. Вступил, сделал ошибку, списали на ошибку. У них страховки, у них все классно там. А у меня нема такого. Вообще здесь метр, как мне уже многие советовали, что-то надо было бы сделать, поднять чуть-чуть, тоже какую-то гидроизоляцию. Ну, не знаю, ли Света это будет делать. Ну вот, пятачок такой. Потом все это уже засыплю таким же каким-то бетоном. И все. Ну, еще, наверное, пройду. Я хотел здесь этот угол. У меня все время здесь вода стоит. Опять же, я не знаю. Будем разрушать, не будем. Но пока у меня осталось чуть-чуть, я немного пройду и здесь. Все время здесь лужа. Она оттуда аж все течет. Вообще эту стену всю хорошо было бы промазать. Но так, у меня сейчас превентива, смета на ванную комнату. Не заниматься сейчас этими. Ну, опять же, я всю дорогу так, вы говорите, долго. Потому что я никогда не делаю что-то одно. Я делаю... Другой бы пошел, выкинул. Ну, мне же за это никто не платит, что я должен делать? Ну, я делаю. Вот это все я ремонтировал, тоже вот так оставался материал. Налеплю. Щелочка. Вон даже муравьи тут.
щелочки ищут. Все. А что нам мои осы? Надо проверить. Я уже что-то смотрю, они очень усиленно здесь свое гнездо вьют. Я уже раз 5. И что-то им там нравится, и все. Не знаю, что туда пены залить. Опять! Что я буду играться? Его можно разрушать. Опять же надо. Все сводится к этому. Так, еще чуть-чуть осталось. Ну, здесь еще намажу угол. Здесь тоже. Все как-то странно. Блин, это надо сбить сначала. Ну, что я буду мазать? Лишь бы мазать. Да нет, то надо отремонтировать стену. Ну, пойди посмотреть с той стороны. Что ты? Что ты бегаешь? Мале. Ой, ну там вот надо. Не знаю, пока хоть трубу. Блин. Знаете, сколько работы? Как я залезу я сейчас. Упаду. Упаду или не упаду? Ага, она уже разваливается. Ладно. Так. Так. Я знаю, что на лучше трубу повесить. Но пока я ее повешу, она хоть не будет затекать сюда, на эту стену. Трещины, и все. Здесь прям на угол падает. Ну что в стену впитывается же, правильно? Стоять. Уверен, что сейчас все скажут, так легче было пойти кусок трубы и поставить. Так это отдельную цену надо ставить. Я буду заниматься фасадом, этими вещами. Что я буду все смешивать? Просто сейчас дожди начнутся. И мне просто жалко, хочу хоть немного спасти от сырости этот угол. Таких мелочей, как это, я еще 20 могу найти вокруг дома. Но чем-то одним же я должен заниматься. Okay. Так. Тюдень. Это заберем потом. Так, стул теперь мне больше мешает, чем... Окей. Опа. И все. Безотходное производство. Или там работа безотходная. Наберем чуть воды. Потом я говорю, что ведро не отмоете. Это все так прилипает, что... Видите, там кварцевый песок внутри. Видите? Здесь эта штука классная. Все, ладно. Иду что-то дальше делать. Наверное, надо сделать перекур. Надо пообедать, уже 2 часа. Нельзя это запускать. Это я так могу до вечера потянуть. Что я сделаю? Вот что сделаю. Ставим чайник. Делаем
глину. Глину или как это там называют. Внутрь можно накидать какой-нибудь еще колбасы, мясо, если есть. И по-быстрому поесть. Кстати, очень удобно эти маленькие пиццы. Они долго хранятся в морозилке, быстро разогреваются, добавляете, что хотите, супер. Пицца готова вроде бы. Кран установить тоже по-своему есть свои сложности. Я потом, когда закончу, все вместе вам объясню. Пока подготавливаю эти плитки, которые надо отреставрировать, аккуратно снял. Еще не все хотели сниматься. Я и говорю, когда вы ложите плитку без швов, здесь, видите, как вообще крестики не ставили. Понятно, что он такую не поставишь. Ну и на больших так бывает ставят. Если что-то случается, вам надо заменить, потом она не вмещается. Просто оно здесь настолько впритык, никакого зазора нет. Теперь мне нужно часть плитки стачивать. Ну, здесь еще остался миллиметр стука. Вроде проверял. Ладно, ничего страшного. Ну, на сегодня все. Видео я не буду делать долгим. В следующей серии, ну, вот видите, буду заниматься чисткой плитки, укладкой плитки. В общем, съемок уже сделал много. Не забывайте подписываться, не пропускайте новые видео. Не знаю, еще хочу выложить видео про море. Пишите, что вы думаете, вылаживать, не вылаживать, потому что YouTube как-то не очень их показывает. Ну, в общем-то, мне главное ваше мнение. Я говорил, что чуть-чуть затух мой канал по просмотрам. Кто-то мне написал, что вот, потому что я мало говорю на украинском. Еще раз объясняю всем. Мне нужны зрители. И многие не понимают украинский язык. Также есть и много украинских блогеров. Они все говорят по-русски только из-за этого, чтобы захватить большую аудиторию. Поэтому вы должны понимать, что тут язык – это как средство общения. И все. Мне вообще выгодно, чтобы меня больше в Европе смотрели те, кто понимают русский. Мне вообще, может быть, лучше было бы на итальянском. То есть это зритель был бы европейский, там и монетизация больше. Здесь пока что у меня до монетизации еще какой-то там серьезной далеко. Пока показываю то, что показываю. Возможно, говорю, что еще будет один канал по стройке, вот без всяких морей. Ну, на сегодня все. Еще раз говорю, большая благодарность всем, кто хоть как-то поддерживает мой канал. Комментарием, лайком, подпиской, чем угодно. Любой движ на канале YouTube видит, алгоритм принимает решение, и вот так вот канал, наверное, и поднимется потихоньку.